Привет. Разговор с его душой. Иногда не очень получается поговорить на чистоту в меру каких-то обстоятельств. Что-то сдерживает вас и его. И здесь будет очень откровенный разговор с ним. Мы его вызовем и поговорим с его душой. Как вы видите, здесь перед вами карты Симбалон. Вот они. И я буду искать мужчину. Будем делать предиагностику, а потом оставим карту мужчины на столе, чтобы поговорить с его душой. Итак, ищем его. Какие карты будут его окружать слева и справа, дадут характеристику его состояния на момент просмотра. Кстати, просмотр будет актуален в любой момент. И вообще, чем старше мои видео, тем они лучше. Как молодое вино и старое вино. Старое вино, конечно, оно... Смотрите, интересно, когда вы вышли вместе. Старое вино, оно как намоленная икона. То есть ее характеристики увеличиваются такой иконой, и она становится целебной, и, как это называется, чудодейственная, да? Так и здесь. Смотрите, что вышло в предиагностике, дорогие мои. Вы и он вместе. Вот это вышло при диагностике. С вашей стороны его любовь к вам. Вот эта карта Венеры. Ваше очень выигрышное положение в паре. А с левой стороны это он. Что-то химичит хорошее для вас. Он как алхимик, маг на этой карте. И он пробует сделать так, чтобы вы были счастливы. Он пробует подобрать к вам ключик. Он пробует так все сделать в вашей и в его жизни, чтобы вы были пара, потому что вы сразу в предиагностике вышли как пара. Это здорово, это просто замечательно. На что вам нужно обратить внимание? Просто наслаждайтесь, посмотрите, какая вы здесь красавица. Нужно рассматривать мои расклады, как будто вы вот здесь именно, это ваш двойник, это его двойник. И тогда вы впитаете в себя энергетику этой карты, что справа, а он впитает в себя энергетику алхимика, человека, который может изменить ваши отношения к лучшему. Человеку, у которого все в руках. И он действительно может поправить все. Если вы поссорились, он поправит все. Он сделает все необходимое и от него зависящее, чтобы все произошло хорошо. Потрясающий совершенно расклад, уже даже предварительный. Он настраивает на то, что мы заглянем вглубь его души. Видите, какая глубокая карта слева. Очень глубокая карта, говорящая. Она приглашает его в эту атмосферу расклада. И он прикладывает сейчас, в данный момент, все силы, чтобы заглянуть в глубину вашего сердца. Вы видите в этом сосуде, это вы, это человек внутри. Это алхимический, такой философский, да, путь, как выбрать эссенцию из свинца, то есть из свинца добыть золото. Но такая все суть аллегории, чтобы из того, чего много на земле, таких минералов, как свинец, земля, много на земле, сделать золото, то есть сделать жизнь золотую. И ваша золотая жизнь – это справа, это вы как счастливая пара. Классно. Я убираю эти две карты при диагностике. И мне не нужно даже теперь искать вас, его, короля и королевы. Вы уже прямо здесь и материализовались. Будем делать разговор с его душой. Что он хочет вам сказать? Здесь будут просто одно предложение за другим. И я хочу напомнить вам, что такие расклады нужно смотреть абсолютно целиком. Они как бы и без вариантов, но в то же время с вариантами. Потому что вы услышите то, что вам нужно будет услышать. И вы думаете, что мне взять, какие слова ко мне? Но подсознание же знает. Оно берет то, что нужно, а то, что не нужно, отсеивает. Так что все будет прекрасно. Расклад покажет ваше с ним будущее. Вызовем вашего мужчину, спросим, что душа его хочет. Что душа его просит именно сейчас. Вот эта карта вышла. Ой, смотрите. Видимо, у него в роду были какие-то аборты, какие-то были
сложной ситуации. Его душа хочет, конечно, сжечь весь негатив из прошлого, да, убрать негатив. Его душа требует отжига негатива, в принципе. И уже этот расклад целебный, он поможет, конечно, отжечь весь этот негатив, убрать все негативные привязки. Может быть, его мать делала аборты, и его душа сейчас разговаривает с этими нерожденными детьми, с этими душами, которые хотели вселиться на эту землю и прожить эту жизнь. И у них не вышло по какой-то причине. Или была прерванная беременность. Но опять же, мы здесь не мораль, мы не церковь, мы не будем судить людей, потому что церковь судит людей. Это даже смешно, извините. Как церковь может отправить людей или в рай, или в ад. Но это вообще смешно полностью. Если бы так было, тогда люди могли бы вдохнуть в жизнь, в людей. Уже давно бы делали не просто клоунов каких-то, знаете, хуманоидов, а делали живых людей. Так же не было и никогда не будет. Живых людей мы не можем сделать. Их может сделать только природа или же Творец, другими словами, да. Поэтому не слушайте церковь, где вас посылают на дорогу вины. Там аборт плохо или хорошо. У меня, кстати, есть чистка на абортированных детей, и это бесплатно, я ничего не продаю здесь. И там вы, как священник вашего рода, просто отпускаете грехи себе или своим матерям, бабушкам. Потому что только вы имеете эту власть, никто больше. Бог в вас, дорогие, не только в церкви, но и в вас. В церкви Бог общественный, а у вас личный внутри. Думаете, да, что общественное, а что личное. И здесь именно лично к нему, разговор к его душе. Сейчас я сделала и в принципе уже ритуал на исцеление абортированных детей. Но сейчас это волнует его душу. Сейчас как какой-то негатив волнует его душу. Разговор с его душой – это очень хорошая карта, особенно если он или вы относитесь к земным, либо же к водным знакам. Особенно эта карта для вас. И здесь идет речь о том, что он очень хочет продолжать строить ваши отношения. Для него это священно. Вы и он. И то, что будет между вами, это между вами только. И этот рай, на который вы надеетесь, и, кстати, на который он тоже надеется, этот рай будет построен. Эта фигура впереди – это он. Видите, он вырывает сорняки здесь. То есть он, если нагрубил или что-то сделал, что вам, обидно было, да, больно, обидно, он это все вырывает из своей души, этих двойников, он вычищает свою душу. А ведь двойники могут быть разные, да. Здесь вы посылаете его двойника, и он напитывается энергией добра. Но иногда было в его жизни, когда он посылал своих двойников в плохие ситуации, например, может, выпивал с друзьями или смотрел на других женщин. И это был не он, поймите, это были его двойники. Так всегда в жизни мы, люди, посылаем своих двойников в хорошие и плохие места. А когда двойники возвращаются, они нам рассказывают о том или другом. Это все так интересно в эзотерике, да? Но я бы сказала здесь, в этой карте, ко всем знакам относится, но особенно к земным и к водным, что он делает все возможное, чтобы вырвать из своей души вот те занозы ненужные ни ему и ни вам. Вот такое здесь предсказание. А я продолжаю разговор с его душой. Я специально делаю сегодня такой формат, чтобы вы очень хорошо увидели все. Эта карта должна быть прямая. В Символон только прямые, конечно, карты рассматриваются. Смотрите, это карта стратега. И сейчас вот мы вызвали его душу, и это душа настоящего стратега. Он хотел бы все изменить к лучшему. И он сейчас ищет путь. Кстати, я уже не раз говорила, что шахматы – это то же самое, что Таро. Потому что Таро в моих руках по принципу Каббалы – найти дорогу к лучшей жизни. И то же самое и в шахматах, как победить врага. И шахматы – это, в принципе, это арканы Таро.
Вот, очень интересная карта. И она показывает, что все препятствия он уже убрал, удалил. Обратите внимание, что у него под ногами здесь, да? Это все вот эти фигурки ненужные. Это все недоброжелатели. Это все те люди, которые мешали вашим отношениям. Теперь все будет выстраиваться самым лучшим образом. Он это выстраивает. Он хотел бы, чтобы у вас был приличный дом, чтобы в доме было все стабильно, надежно. И сейчас он смотрит на эти фигурки на шахматах, а это на самом деле люди в его и в вашей жизни. Это его даже коллеги и на работе, и соседи, и друзья, и, в общем, весь спектрум людей. С одной стороны, там белые, черные, кто чем играет. А с вашей стороны, это тоже люди в вашей жизни. И он теперь проверяет, какие люди поддерживают ваши отношения. Он их оставляет. А те люди, которые мешают вашим отношениям, не поддерживают их, являются врагами вашей пары, он позаботится о том, чтобы убрать их из вашей жизни. Доверьтесь ему. Он сделает все то, что нужно. Уйдут препятствия из ваших отношений, появится стабильность и уверенность. Это прекрасная карта. Он умный человек, достойный. Кстати, я не сказала, что этот расклад, он актуален для всех, независимо от пола, возраста, статуса. Либо даже если у вас еще нет мужчины, это разговор с душой вашего будущего мужчины. Извините, у меня немного едет телефон, потому что он стеклянный. Я поправляю чуть-чуть. Надеюсь, это вас не напрягает. Итак, вот смотрите, этот стратег именно о том, что он позаботится о врагах или о препятствиях тоже. Здесь свет, эти свечи говорят, что у него в сердце горит любовь к вам. И он позаботится о врагах, которые могли бы быть между вами. И уберет все препятствия, найдет дорогу к вашему сердцу. Его сердце готово к любви. Он определился. Очень глубоко говорит символон с его душой. Я забираю эту карту, и мы будем брать дальше карты. Разговор с его душой. Давайте эту возьмем сейчас при вас. Вот. Разговор с его душой. Вот смотрите, что важно для него в жизни. Важна для него свобода, конечно, да, здесь свобода. И риск. Он любит брать риск. Важно для него иногда освобождать голову от лишних мыслей. И, может быть, когда вы ссорились, вы у него спрашивали, почему, зачем, почему, зачем. И вот это то, что его, может быть, отвернуло на какое-то время от вас, потому что это его напрягло. Он не любит задавать вопросы «почему?», «зачем?». Он любит легкость в мыслях. Видите, здесь бабочки вокруг него. Это легкость в его мыслях. Но, однако, вы видите, что куртка у него красного цвета, а это его любовь к вам на уровне сердца. И у него там футболка желтого цвета. Это радость встречи с вами. Радость встречи с вами. Встреча с ним будет внезапная, как бы случайная. И вы видите, как красиво вокруг. Гладкая вода, такие зеленые холмы, голубое небо. То есть вы встретитесь при приятных обстоятельствах, когда вы будете выглядеть хорошо, и он будет в восторге от вас. И нужно знать, что не зависит даже от того, как вы приготовились к встрече, потому что вот эта спонтанность, это ваша непосредственность, это то, что его восхищает. Его восхищает именно непосредственность вас. Разговор с его душой. Его душа хочет полета, легкости. Его душа хочет спонтанности и риска. Заметьте, что ноги его на платформе, но платформа не имеет под собой основания особенного, да? То есть нет стабильности.
Он хотел бы, чтобы иногда вы поехали в отпуск, чтобы не было постоянно стабильно, надежно. Он хотел бы, чтобы вы поехали в какие-то новые места, познакомились с новыми обстоятельствами, с новыми природными какими-то условиями. Ему это все очень интересно. Он иногда, может, даже вам говорил, что как-то мы и не живем, а время проходит мимо нас. Мы мало имеем впечатлений, мало разнообразия в жизни. Вот заметьте, он наверняка вам это говорил. Вот по этой карте он именно хочет этого полета души. Интересная такая карта. Мы говорим с его душой, и здесь мотыльки, и птицы. Птицы – это, конечно, символ души. А если вы знаете в картах и в эзотерике, символы – это суть то, из чего потом начинается жизнь, потому что так же, как написано было в Библии, вначале было слово, а потом и земля, и мы с вами. Итак, берем карту «Разговор с его душой». Карта пустая. И заметьте, что и он, и вы здесь как двойники на этом экране. Вы можете попросить своего двойника войти сюда и послушать, потому что это только на пользу, в этом только хорошо все. Пустая карта, да? Разговор с его душой. Уставшая душа просит покоя, иногда просит не теребить себя. Вы спросите, что такое уставшая душа? Ну, помните, первая карта, которая вышла, это карта абортов, очень страшная карта, да? То есть его душа немножко истосковалась. И, наверное, на лице у него тоже вы иногда найдете тоску, усталость. Тоску и усталость. Может быть, даже он вам написал, что он устал, он работает, у него нет энергии даже на встрече. Об этом пустая карта. Давайте посмотрим, что накроет, что закроет пустую карту. Это очень интересно, потому что то, что накрыло пустую карту, говорит о серьезном очень отношении его к вам. Он относится к вам как к матери своих детей, если у вас есть дети, или к матери уже ваших будущих детей. Даже это есть у него в мыслях. Он также относится к вам как к очень красивой женщине, фигура справа, и гордится вашей внешностью. Он никогда не сравнивает вас с другой женщиной. И я знаю, что у некоторых, вы, наверное, говорили ему это, и это была неправда. Это вас говорило этот страх, который вы унаследовали, конечно, да? Предавали, оставляли вас в детстве или по роду. И вы боитесь, что вас предадут или оставят, или бросят. И вас говорил этот страх. Потому что в глубине, очень глубоко вашего сердца вы точно знаете, что он не интересуется другими женщинами. Но он знает, что у вас есть еще какая-то тайна. Это та фигура, которая стоит здесь спиной. Он хотел бы разгадать эту тайну. Фигура в белом, белый цвет представляет собой тайну. Вы очень сексуальная, роза на столе с правой стороны. И вы очень заботливы. Иногда он хотел бы вам сказать, что вы о нем заботитесь, как о маленьком ребенке. Ему это не нравится, его это напрягает. Это как бы немножко забирает сексуальность. Угу. Вы видите игрушки с левой стороны, и вы в голубом. Голубой – это цвет Святой Марии, это цвет Луны, это цвет заботы. Да вот он хотел бы сказать сейчас вам, его душа вам говорит, что ему не нужна больше эта забота. Он взрослый мужчина, он справится. Конечно, роль матери между мужчиной и женщиной – это одна из ролей, которую вы играете. Есть всего 7 основных ролей, и я в других видео об этом говорю. Смотрите, пожалуйста, мои другие видео. Это очень интересно. Главное не застывать в одной роли. Вы здесь застыли в 2 ролях. Это мать и любовница, или любимая. Но любовница может быть и жена, конечно.
Кто-то мне где-то сказал, что любовь и семья, я где-то сказала, что это разные вещи. Послушайте, невозможно вынуть два слова из моего контекста и по ним судить. Нужно все мои видео смотреть, все долгие годы, я много лет на YouTube, чтобы понять, что я имела в виду, правда? Так что и любовь, и семья – это разные роли, которые вы играете. Иногда вы играете роль заботливой матери, иногда роль любовницы любимой в семье, иногда играете роль главы семейства, и это тоже хорошо, это роль солнца. Иногда даже роль коммерческого директора, роль Меркурия, это тоже хорошо. Иногда роль судьи, да, если он сделал что-то не так, вы им недовольны, нужно сразу об этом сказать, не стоит прятать свои эмоции. Потому что тогда мы, знаете, делаем так, что недопонимание усиливается. Иногда роль какую-то такую от души к душе, роль Сатурна, и это тоже хорошая роль. Но здесь я вижу в этой карте, что он хотел бы увидеть ваши другие роли. Это белый наряд. Пока ему видно только две. Это забота о нем и о детях, если у вас есть или будут. И с другой стороны, это ваша сексуальная роль. И эти обе роли он очень любит. Очень-очень любит. Но этого недостаточно. Не застывайте в одной маске, в одной роли, да. Это нехорошо. Нужно менять все 7 основных, ну а там еще могут быть другие, но 7 основных, они должны меняться свободно. И в вас, и в нем. То есть это хорошая карта. Она дает вам совет, как с ним себя вести. Не зря вышла пустая карта, правда? Не зря. Потому что такая хорошая карта, следующая за ней, все нам объяснила. Итак, разговор с его душой продолжается. Смотрите. Ну, здесь могут быть такие вещи, что он может занимать какую-то должность, где он кого-то учит, или менеджер, руководитель. Да даже небольшой руководитель, неважно, сколько у него там подчиненных. Да может он руководит какими-то машинами или компьютером, это тоже руководитель. И он очень высокий профессионал на своем деле. Вот его душа вам сейчас говорит, может быть, вы поругались из-за денег? Было такое чувство, что недостаточно средств, просто на быт, на элементарные вещи, да. А знаете, когда недостаточно денег, часто мы ссоримся. И это не потому, что мы не любим друг друга, или разлюбили, или разонравились друг другу. Нет, не по этой причине. Часто мы ссоримся из-за того, что просто быт замучил, безысходность. И кто страдает? Первый попавшийся, то есть близкий нам человек. Неустроенный быт никогда не приводит к любви. Неустроенный быт всегда приводит к проблемам. И, может быть, вы расстраивались по тому поводу, что не хватает на это или на то, но я здесь вижу в этой карте его в королевских одеждах. И можно сказать прямо, что он станет популярным человеком. Это театр. Видите, там люди сидят, вот этой головы здесь внизу. Вот здесь. И говорит о его популярности в будущем. То есть, если он только начинает карьеру, он добьется хорошего положения и будет обеспечивать вас. Или если он уже в возрасте, у него до сих пор не шло, здесь идет продвижение его по карьерной лестнице. Карта предвещает больше денег, даже бумага у него в руке, это какие-то приход денег какой-то. Это хорошая карта. Особенно, если это касается огненных знаков и воздушных. Ну, вообще всех будет касаться, но я просто так специфически говорю, да. Либо вы относитесь к огненным и воздушным, либо он относится к огненным и воздушным. Здесь очень хорошее предсказание насчет его популярности. И в ваших глазах он вырастет. Будут какие-то обстоятельства, которые повысят его в ваших глазах. Это очень хороший прогноз. И душа это все знает. Потому что душа все знает наперед, правда? Душа же вечная, она общается с подсознанием. Эти расклады, они незаменимы, потому что они показывают то, что мы вот на самом деле в такой жизни никогда не узнали бы. Разговор с его душой. Я забираю эту карту и возьму еще одну. Разговор с его душой. Что душа его хочет сказать вам сейчас?
Вот эту карту, смотрите, берем, да, спонтанно. А кто-то сейчас играет им и вами. Кто-то сейчас пробует. Я бы не сказала так, что манипулировать, да, потому что он человек умный. Но кто-то пробует. Может, человек пробует, который относится к водным знакам, скорпионам, может быть, или к рыбам. Но это не наверняка, это может быть такое, да. Или это может касаться его или вас, если вы к водным относитесь. Где-то какая-то идет манипуляция за вашей и его спиной. Что это за манипуляция? Давайте спросим. Кто-то запугивает его и вас, скорее всего, вас даже, потому что фигура движется по направлению к вам. Кто-то вас пытается запугать, может, его родня или его бывшие. Вы знаете, бывшие часто это сплошной театр. Они делают это вот иногда, ну, знаете, и сама не хочу уже его, и другой не дам. Вот от вредности. Это очень неприятно, что вот бывшие не могут утихомириться и начинают жить своей жизнью. Они и себе портят жизнь, и вам. Это вполне может его бывшее быть. Но я бы сказала тоже, потому что фигура женская, тоже может быть ваша родня, которая пугает вас. Смотри, ты помнишь, какой был там твой дед или отец, или помнишь сосед? Вот он будет такой же, потому что он где-то похож на этого человека, или внешне, или голос, или глаза. Вот мама часто так сама себя запугала и пугает вас, портит вам жизнь. Здесь есть какая-то фигура в вашей жизни, которая запугивает вас. И это манипуляция. Никто не имеет права вас запугивать в вашу жизнь. И это могут быть тоже ушедшие люди. Видите, здесь это карта гробницы, как карта спящей красавицы. Она говорит, что до сих пор есть связь между вами и вашими предками, вашей прошлой реинкарнацией. Что-то такое есть, где идет запугивание. Женщины, очень много было несчастных. Посмотрите, какая история Земли, да? Люди возникли на Земле 500 миллионов лет назад. И представьте себе, что за эти 500 миллионов лет назад ученые сейчас уже открывают такие секреты, что примерно от 12 до 20 колен только было людей. То есть мы вышли с вами из каких-то от 12 до 20 колен. Поэтому вот эта вся терапия прошлой жизни, это все очень актуально. Очень актуально. Это может помочь вам. И именно здесь происходит исцеление какой-то души, которая вас запугивает. Какой-то голос внутри вас вам говорит: смотри, он может быть нехороший человек. А прав ли этот ушедший, усопший родственник? Знаете, не прав. Абсолютно не прав, потому что это хорошая карта. Но да, здесь вы и он — это две разные ипостаси, но одно ведь дерево жизни между вами, правда? И особенно, если вы относитесь к огненным или к воздушным, или к водным знакам. Да и ко всем, я бы даже сказала, здесь земные тоже задействованы будут. Потому что стоите-то вы здесь на земле. Все стихии, днем и ночью. С левой стороны Луна, с правой Солнце. И это идет речь о всех стихиях, о всех странах и народах. С правой стороны пустыня, а с левой стороны прекрасные пальмы. То есть, вы знаете, вы одно целое, вы половинки одного целого. И ваша жизнь, она предопределена вместе, потому что дерево жизни, вы всем телом к нему прислонились. И вы знаете, вот ваш хребет, позвоночник, это ваша жизнь, потому что в позвоночнике формируется кровь. И не зря здесь вот именно позвоночником вы прижались плотно к дереву жизни. И он прижался плотно. И это общее дерево жизни. Так что ваш ушедший родственник, эта манипуляция по роду идет, энергетическая. Но она уже исцелена в этом видео, так что не волнуйтесь. Он не прав. Его душа хочет вас. Это именно его и здесь и ваша душа. Интересно, что ваша душа смотрит на него, видите? Фигура обнаженная ваша смотрит на него, а его душа смотрит вам в глаза. И сейчас будет магия настоящая, потому что ваш двойник впитывает эту энергию единства,
дерево жизни между вами. Впитывается энергия единства, и он и вы получаете эту энергию назад. То есть он получает вас, а вы получаете его. И вы счастливая пара. Вы счастливейшая пара. Его душа утихомирилась, она вас любит. Интересно, что здесь между вами и ним любовь ночью, такая сексуальная, слева. А справа, где вы, он и вы – это любовь днем, в семье, в быту, в делах. Вот все это выровняется, во всем будет порядок, покой, умиротворение и счастье. Это программирование, дорогие, на счастье. Потому что наши мысли – это то, что Вселенная дает на этом видео. Слова – это то, что я просто беру из потока и вам передаю. Поток идет. И ваши действия, естественно, и ваши действия – это все чертежи вашей жизни будущей. А теперь возвращайте двойников к себе назад. И да будет так, аминь. Пусть будет счастье между вами, совет да любовь. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Дорогие, я буду заканчивать, но не останавливайтесь, пожалуйста, видео. Я в конце скажу пару слов касательно того, что если вы благодарны мне за мою работу, поставьте лайк или поделитесь видео с друзьями, или ответьте на комментарии других людей. Это очень важно, потому что это как бы безденежная благодарность за мою работу. Вы знаете, я не принимаю клиентов, поэтому я не делю свою энергию между клиентами и общими раскладами. И мои клиенты не оплачивают вот эти видео, потому что когда человек принимает, клиенты, в принципе, оплачивают видео, да, консультации оплачивают. У меня этого нет. Я работаю только в общем доступе для того, чтобы помогать тысячам людей, кто меня смотрит. И независимо, сколько тысяч посмотрели, я говорю именно к вам. Именно доверительный разговор здесь был между вами и его душой, и я сделала это возможным через это видео. Конечно, энергия целителя должна пополняться, поэтому мои видео имеют рекламу. Я это делаю не для денег, а чтобы денежно восполнить мою энергию и мою карму предохранить. К вам такое предположение: не пропускать рекламу, потому что рекламодатель оплачивает ваш просмотр, да, чтобы гадание не было бесплатно. А еще можно поблагодарить меня донатом у меня на сайте. Это сделать очень просто. Перейти на сайт легко. Переход есть под каждым видео. kollenatarot.com. Там можно послать небольшой донат, сколько вам в кайф, сколько вам не накладно. Если вообще-то возможно, не для всех это возможно, я понимаю это. И с правой стороны сразу от кнопки «Донат» будет эксклюзивный просмотр моих видео, уже без реклам. Там будут чистки, интересное видео. Это моя благодарность вам. Всех вас очень люблю. Жду вас с нетерпением на мои видео следующие. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Потому что, в общем, получается так. Я делаю видео, и это моя роль — прийти к вам, дать вам вот такую помощь, услугу. И ваша роль, чтобы прийти в мой дом, это подписка. Если вы смотрите без подписки, это, конечно, не вход в мой эзотерический дом. Это так. Смотреть со стороны, в окошко подглядывать, да? Ну вот, увидимся на моих следующих видео. Всем добра и любви. Пока!